Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Приглашаю вас сегодня на мастер-класс по вязанию вот таких очаровательных босоножек. Скоро лето, поэтому сейчас заботимся о летней обуви. Вы знаете, у этих босоножек такая интересная судьба. Они у меня возникли не случайно. Идея этой модели подкинул мне искусственный интеллект. Пообщавшись с ним, мы создали вот такую модель на пару. Искусственный интеллект, к сожалению, вязать не может, но он очень интересно и красиво рисует картинки. И некоторые из его моментов, фрагментов в этих картинках просто невозможно восстановить. Поэтому пришлось мне тоже приложить руку к этой модели. Поэтому я не говорю, что она точно искусственного интеллекта, я говорю, что это создание нас обоих. Вот, давайте мы с вами будем вязать сегодня такую интересную модель. Если, друзья, вы еще смотрите это видео как гости моего канала, то, пожалуйста, подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на кнопочку подписаться, на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые выходят на канале. А их уже, скоро будет 200 видео различных моделей, и вы можете учиться вязать обувь, и у вас все получится. Ну, а мы с вами начинаем. Подошву я подобрала вот такую. Здесь довольно плотная подошва 36 размера, очень качественная. И по низу подошвы идет такая косичка. В общем, на этой подошве я буду вязать. К подошве прилагается стелька, она на кож-картоне. Кож-картон внизу и сверху тканевая основа. Вот. И я эту стельку оставлю, но сверху я навяжу другую еще стельку, потому что бортик тут еще есть, и чтобы ножка не утопала под бортиком, вот здесь надо будет слегка еще приподнять. Поэтому сейчас будем вязать. Начинаем мы с обвязки подошвы. Я сейчас покажу пряжу. Мелисса Свит, это для изделия использовала вот цвет 29, 75 грамм, 168 метров, 100% акрил. И рекомендуемый крючок 2-3 миллиметра. Я для обвязки подошвы, для изделия буду 2,5 использовать, а для обвязки подошвы 2,25. Обвязку подошвы буду вот такой нитью делать, немножко, чтобы как бы косичка внизу гармонировала с обвязкой сверху. В 2 нити буду, потому что здесь 100% катон, нить тоненькая, 290 метров на 100 грамм, поэтому будет в 2 нити будет обвязочка. И вот этот вот пряжей уже буду обвязывать, вязать само изделие. Ну и начинаем с обвязки. Здесь на подошве пробитые отверстия у меня, и вы знаете, я замеряла, они уже как бы намечены, размечены, готовые. И между каждым отверстием почти между всеми разные. По пяточке расстояние 1 сантиметр, по бокам тут 0,7 есть, 0,6. В общем, разные. Поэтому я буду провязывать интуитивно. Ну, а вы смотрите, если расстояние между отверстиями у вас на подошве 1 сантиметр, по 3 столбика без накида вяжете в каждое отверстие. Если полсантиметра, 0,6, 0,7, то по 2 столбика. Вот я начинаю обвязывать. Там, где у меня по 1 сантиметру, я буду провязывать по 3 столбика. Там, где меньше, буду смотреть уже по расстоянию и провязывать меньше. Вот здесь у меня по пятке между всеми отверстиями 1 сантиметр. Я вяжу по 3 столбика в каждое отверстие. Обычные столбики без накида. И провязываю в каждое отверстие необходимое количество столбиков по всей окружности. Я думаю, что это просто, вы с этим справитесь. Если у вас не пробита подошва, вы ее пробейте. Просто шилом разметьте расстояние, как вам удобнее, через 1 сантиметр, через пол.
Обычно я промеряю 1 сантиметр и потом по 3 столбика в каждое отверстие по всей окружности провязываю. Столбиков количество у всех будет разное, потому что у нас разный размер. Соответственно, в зависимости от размера и подошвы, окружности подошвы, и будет количество столбиков. Вот так вяжем по всей окружности, делаем обвязочку. Приходим к началу ряда. Здесь у меня последнее отверстие осталось. В него я провяжу сейчас 3 столбика без накида и закончу ряд в первое отверстие. В первое отверстие я начала, когда вязать, провязала 1 столбик. И сейчас я в это отверстие довяжу еще 2 столбика и закончу ряд. Вот осталось последнее. Сюда 2 столбика сейчас довязываю. Один, второй. И в первую петлю ряда соединительный столбик. Вот таким образом. Теперь закрепляю нить воздушной петлей, обрезаю. Конец нити я потом спрячу в вязание. Вот такая получилась обвязка. Очень хорошо смотрится и будет гармонировать с косичкой внизу. Все остальное буду вязать основной пряжей. По палитре цветов я посмотрела, цвет темный золотарник соответствует или бежево-серый. Вот или такой, или такой. Начинаю вязать вот отсюда. Здесь у меня потом начнет вывязываться пятка. Сейчас по кругу вяжу первый ряд установочный. Это просто столбики без накида в каждую петельку ряда обвязки. Идем по кругу и провязываем просто столбики без накида. Это просто, я думаю, что понятно. Вот этот конец нити, который у нас сейчас есть, мы ввязываем сюда, чтобы он нигде не болтался. И в каждую петельку ряда обвязки провязываем столбик без накида от начала до конца ряда. В конце ряда заканчиваем ряд точно так же соединительным столбиком. Воздушная петля подъема. И пока этот конец нити я обрежу. Сейчас займусь вот этой стелечкой. Сюда надо еще одну стелечку привязать. Я купила вот такую спортивную стельку Оливия Комфорт. Это стельки для спорта. Взяла самый большой размер. Они на латексной основе. И вот здесь я просто под размер вот этой подошвы я вырезала вот такую стелечку. Теперь ее надо обвязать по кругу и потом привязать уже к подошве. Ну, тут с пяточки я начну. В принципе, прокалывается она хорошо. Можно пройти сначала шилом, потом сразу крючочком. И точно так сейчас по всей окружности я ее обвяжу. Буду обвязывать через полсантиметра по 2 столбика без накида по всей окружности. Вы можете взять любую другую стелечку, какая вам нравится, вырезать под размер, проколоть на ней отверстие и затем вот так обвязать ее по кругу. После того, как вы ее обвяжете, ее надо будет привязать к подошве. Но это тоже несложно. Я вот так обвязала, взяла, прикрепила маркерами, чтобы не двигалась стелька. И с пяточки вот отсюда привязываю.
Петли беру от подошвы и петли от стелечки и привязываю, связываю вместе их. Тоже обычными столбиками без накида. Тут ничего выдумывать не надо, просто идем по кругу и вот так их вместе связываем. Вот, теперь у меня стелька готова, подошва готова. Видите, такой красивый получился кант от обвязки подошвы. Очень гармонирует с нижней косичкой на подошве. В общем-то, хорошо. Если подошва у вас однотонная какая-то, можно сделать в тон подошвы пряжу, а можно такими же нитками, какими вяжем босоножки. Вот здесь я начну вязание. Вот где каблучок у меня заканчивается. Сейчас начинаем вязать пяточку. Намечу с обоих сторон петли, с которых будет начинаться вязание и заканчиваться. На этой стороне вот так вот по границе. И еще на один надо дальше вот сюда. На одну петлю немножко. И с этой стороны точно так же намечаем петлю параллельную вот эту. И начинаем вязать пяточку. Сейчас перемещу этот маркер немножко на одну петлю сюда. Вот, теперь получилось ровно. Вот с этой петли я начинаю вязать. Первый ряд вяжу просто столбики без накида от маркера до маркера. В каждую петлю предыдущего ряда столбик без накида. Друзья, пишите комментарии, пожалуйста, хорошо ли вам видно, все ли понятно. Вы когда мне пишете комментарии, я просто воодушевляюсь. Вы вообще все такие классные, и так интересно с вами общаться. Я уже просто некоторых по именам помню. Здорово вообще. Так что пишите, что еще вы хотели, как вам вообще мастер-классы, подходят ли, нравятся ли. Я очень рада, когда у вас получается по моим мастер-классам связать. Довязываем вот сюда до маркера. Провязали последнюю петлю, сделали 2. Я думаю, что надо сделать одну воздушную петлю подъема и затем еще один столбик с одним накидом. Вот так. Теперь воздушная петля, одну петлю пропускаем и столбик с одним накидом. Теперь мы будем такую сеточку вязать. Воздушная петля, одну петлю пропускаем, столбик с одним накидом. Накид забыла. Так, столбик с одним накидом. Воздушная петля. Петлю пропустили, во вторую столбик с одним накидом. Воздушная петля. Петлю пропускаем, столбик с одним накидом. Эту модельку можно было бы сделать вообще без пяточки, но мне почему-то захотелось вот такую легкую пяточку сеточки. Петлю пропускаем, столбик с одним накидом. И, в общем-то, я думаю, что на готовом изделии будет очень хорошо смотреться. Довязываем до конца ряда по пятке. Здесь в конце ряда провязываем столбик с одним накидом. Вот так у нас получается в конце
2 столбика с одним накидом без воздушной петли, разворачиваемся и вяжем следующий ряд. Воздушная петля подъема, еще одна воздушная петля подъема, и теперь столбик с одним накидом в первую арку, там где у нас была воздушная петля. Вот таким образом. Теперь воздушная петля, столбик с одним накидом во вторую арку. Воздушная петля, столбик с одним накидом в следующую арку. Столбики вяжем под воздушные петли, между ними воздушная петля. Под каждую воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. Думаю, что это понятно. Тут несложный узор у нас будет. И изнаночные, и лицевые ряды будут вот так. Получается такая сеточка. Довязываем вот сюда до конца ряда. Здесь то же самое. Провязываем последний столбик с одним накидом в арочку. Вот сюда. И потом еще один столбик с одним накидом. Уже без воздушной петли. Поворачиваемся и то же самое назад. Под каждую арочку столбик с одним накидом. Сейчас вот покажу. Довязали до конца ряда. У нас остается одна арочка. Делаем воздушную петлю, столбик с одним накидом под арочку. И теперь воздушную петлю не делаем, а просто столбик с одним накидом вот сюда в уголок. Тогда у нас будет получаться скос. Все, вот так мы заканчиваем ряд. А когда мы его начинаем, мы делаем 2 воздушные петли подъема, разворачиваемся. И вот эти 2 воздушные это столбик, и следующий сразу под арочку, вот сюда. И вот так каждый ряд мы повторяем. А дальше уже воздушная петля и столбик с одним накидом под следующую арочку. Воздушная петля и столбик с одним накидом под следующую арочку. Вот так мы идем, доходим до конца ряда. Сюда столбик с одним накидом 1 и столбик в конце ряда. И вот так поднимаемся наверх. Вот таким образом. У нас получаются скосы с обоих сторон. И провязала я 7, 8, 9, 10. 10 рядов. Вот этой высоты достаточно будет. Немножко сейчас она еще как бы, я думаю, широковата. Вот если на ножку, она немножко ложится так, прямо не облегает. Но когда мы сделаем обвязку, она ляжет по пяточке прямо. Теперь перед. Начинаем перед вязать. Вот здесь я отмечу, ну, примерно вот на таком расстоянии. Если мерить по пальчикам, вы можете, в принципе, поставить ножку на подошву и посмотреть, на каком расстоянии вам начать вывязывать первую полосу по переду. Но здесь у меня получится именно вязание не начало, вот это будет, а вот смотрите, как будет ложиться. Вот так вот ножка. Вот здесь у меня будет верхняя часть первой полосы. Я ее отмечаю с обоих сторон маркером. Вот это будет верхняя часть. Здесь у меня высота подъема, это тоже замеряйте обязательно, для того, чтобы потом она была не широкая или не узкая. Вот у меня 10 сантиметров, нужно связать верхняя часть высота. И нижняя часть у меня где-то 8,5 сантиметров будет. Располагаться будет она вот так. Вот это верхняя часть, и потом углами вот так к центру сходиться. Здесь ровно, а здесь вот такой угол будет. Вот так, как бабочка. И как ее связать, вот снизу не получится. Я попробовала сверху, это не то. Я буду вязать с одного бока
до другого. То есть 10 петель вот сюда отсчитываю, ставлю маркер. Отсюда будет, вот это будут бока бабочки. Вот сейчас начну вязать, и вы поймете как. 10 петель с этой стороны. И вот сейчас показываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. От маркера до маркера 10 петель. И здесь то же самое отсчитываю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И здесь тоже от маркера до маркера будет 10 петель. Все. Вот так я наметила. И теперь начинаю вязать вот такие вот так это будет. Но вяжу с этой стороны. Начало будет вот отсюда. Получится у меня еще с рядами обвязки, потому что потом обвязка будет по ряду. Это получится по 12 петель я буду захватывать. Вот сейчас мы провязываем 10 столбиков без накида по боковой части. Три, 4, 5, 6. Конец нити вот так уже вязала, он не нужен, можно обрезать. Теперь 7, 8, 9, 10. Вот 10 столбиков без накида. Воздушная петля подъема, разворачиваюсь и со второй петли здесь мне нужно, чтобы был скос. Я начинаю вязать, сейчас ближе покажу, со второй петли. Эту пропустили, а вот в эту столбик без накида. Все вяжу столбиками без накида, и лицевые и изнаночные ряды провязываем столбики без накида до конца ряда. Вот это предпоследняя, и в углу вот здесь последний столбик без накида. Теперь воздушная петля подъема. И если мы там начинали со второй петли, потому что там нужен скос на той стороне, здесь нужно, чтобы ряд был ровный. Поэтому начинаем вязать с первой. Вот отсюда, откуда идет воздушная петля подъема. Получается у нас в этом ряду 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну и 9 у нас воздушная петля подъема. Теперь у нас с каждым рядом лицевым будет уменьшаться. Воздушную петлю подъема сделали. Здесь снова первую петлю пропускаем, во вторую вяжем столбик без накида. Двигаемся в эту сторону. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 8 у нас воздушная петля подъема. Снова воздушная петля подъема. И этот ряд начинаем с первой петли от крючка. Здесь скоса не должно быть.
вот в эту первую петлю столбик без накида. Провязываем столбики без накида до конца ряда. И так будет всегда. С этой стороны мы вяжем в первую петельку от крючка, а изнаночный ряд с той стороны вяжем во вторую петельку от крючка. Поэтому этот ряд у нас будет получаться с этой стороны ровный, а с той стороны у нас будет скос идти. Воздушная петля подъема. Вот видите, так идет. Здесь ровно, а здесь на угол. И мы должны вот так, пока у нас не останется две крайних петли. Вот видите, воздушная петля подъема, одна петелька и вторая. Вот так, два столбика и воздушная петля подъема. Все. И теперь я замеряю. Мы должны выйти на подъем 5 сантиметров. Вот это половина бабочки нашей передней должна быть 5 сантиметров. Вот 5 сантиметров. Смотрите, если у вас подъем будет выше, вы можете, ну и ножка больше, то вы можете начать в боковой части добавить еще пару петлей, а можете вот здесь по центру продлить вот эти две петли и воздушная петля еще на пару рядов. То есть вам нужно будет выше. Либо сделать пошире низ. У меня ножка узкая, поэтому этого достаточно. Теперь в эту сторону буду вязать по убывающей. Здесь я вязала по убывающей, здесь буду добавлять по этому краю петли. Это тоже несложно. Начинаем с первой петли. 1, 2 столбика. У нас было вот это центральное, повторяем ряд. А теперь здесь мы назад тоже с первой петли начинаем. Будем добавлять сейчас петли. Первый столбик, второй столбик, воздушная петля подъема. Разворачиваемся. С первой петли идем первый столбик, второй столбик, и вот сейчас в угол третий столбик вот сюда. Вот сюда в самый-самый уголок. Надо пробить. Здесь немножко туговато. И пробиваем, вот сюда провязываем третий столбик, воздушная петля, разворачиваемся, начинаем с первой петли, вот это у нас воздушная петля, первый столбик, теперь второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, угловой. Воздушная петля подъема, поворот, опять с первой петли от крючка, первый, второй, третий, в самый угол вот сюда добавляем четвертый, берем вот здесь угловую самую петелечку за стеночки. Добавляем четвертый, воздушная петля была пятой. Теперь воздушная петля подъема, разворачиваемся с первой петли от крючка, опять начинаем в обратном порядке. Это уже третий столбик, четвертый вместе с воздушной петлей, пятый, в угол, воздушная петля, первый столбик. И с первого опять второй, третий, четвертый, пятый, самый угол шестой. Видите, у нас в каждом углу, в каждом ряду добавляется по
столбику. И мы продолжаем вот таким образом все время с первой петельки от крючка. И у нас добавляется всегда здесь петелька. И в конце ряда, когда переворачиваем, тоже в самый-самый угол не забываем провязать столбик. Верхний ряд у нас получается ровненький, а этот увеличивается. В общем, я показываю, я думаю, что вам понятно. Вы можете просто потренироваться, если никогда такого не вязали. Возьмите, потренируйтесь отдельно от обуви. Вот здесь, если не будете забывать вот тут пробивать угол и провязывать столбик, неизбежно будет увеличиваться. Все будет правильно. И проверяйте себя просто в каждом ряду. Здесь у нас добавляется еще один столбик. Вот видите, вот так он получается. И продолжаем вязать до тех пор, пока у нас не будет так же, как с той стороны, 10 петель вот здесь. 10 столбиков. Вяжем здесь ровненько, а здесь добавляются. Когда у нас здесь уже закончилось, мы замеряем высоту подъема 10 сантиметров. Все как задумано. Теперь мы должны присоединить эту сторону к боковой части. Будем делать это соединительными столбиками. Это будет красиво, ровненько. От одного маркера до другого. Вот эта петля соединяется с петлей на боковой части соединительным столбиком. Затем в следующую петлю входим вот здесь. И петля на боковой части. Провязываем соединительный столбик. Следующую петлю берем и на боковой части петлю. Соединительный столбик. И так вяжем до самого конца, пока не соединим эти части. Вот так. Получается красивый такой вот шовчик. Как бы косичка идет по боковой части. Потом мы с той стороны такую же косичку провяжем, чтобы было одинаково, когда будем делать обвязку. Вот так. Видно вам, да, друзья? Вот так красиво присоединяем. Уберем здесь маркер, чтобы он не мешал. Маркеры вообще все можно уже снять. И продолжаем. Берем петелечку отсюда, петелечку снизу от боковой части, провязываем соединительный столбик. Здесь петелька, соединительный столбик. Вот так. Это соединение очень прочное, и оно очень красивое получается. Вот так. Мы присоединяем последние петли. Вот, теперь провязываем еще соединительный столбик. Видите, как красиво получилось. Еще один соединительный столбик. И теперь будем по изнаночной стороне делать обвязочку. В каждую петельку провязываем столбик без накида. У нас здесь ряды, поэтому мы видим эти петли как рядочки. Вот в каждый рядочек столбик без накида, делаем обвязку. Вот так она будет смотреться. Довязываем вот сюда до маркера.
Вот, получилась такая тоже как косичка. И переходим на боковую часть. Здесь сделаем точно такую же косичку, как мы сделали на той стороне. Поэтому провязываем по боковой части соединительные столбики в каждую петельку. Просто идем, это как бы такой шов-обманочка, чтобы он гармонировал с той стороной. Просто провязываем. Там мы привязывались этим швом, а здесь просто провязываем для симметрии точно такую же косичку. Вот так. Получается довольно красиво. Двигаемся до угла. Вот, видите, хорошая такая косичка здесь и здесь. И теперь вот здесь тоже по изнаночной стороне провязываем, делаем обвязку по краю. Идем в столбики без накида, провязываем в каждый рядок столбик. Вот таким образом. Я думаю, тут вы разберетесь. Доходим до конца ряда. И в конце ряда мы эту нить обрежем. Конец нити спрячем. Вот точно такой шов получается. Видите, вот сюда. Двигаемся сюда. Закончили. Здесь по боковой части 2 соединительных столбика. Присоединяемся. Еще один соединительный столбик. И конец нити мы можем обрезать и спрятать его с изнаночной стороны. Вот у нас получилась передняя часть вот такая. Вот так мы будем, немножко она будет подтянута наверх. Вот смотрите, как это все задумано. Вот сюда она будет подтягиваться к следующей петле. Вот здесь мы будем провязывать еще одну полосу. Сверху еще одну полосу. У нас будет еще 2 полосы. И они будут связаны вместе, поэтому немножко так угол будет передний подтянут. Вот так. Теперь отступаем здесь вот 4 петли, в 5-ю начинаем вязать следующую полосу. Провязываем, делаем ее, ну, я думаю, что на 3 ряда. 1, 2, 3, 4. В 5-ю петлю вот сюда начинаем вязать . Поставлю здесь маркер. Наверное, вот с этой стороны начну. 3, 4, 5. В 5-ю петлю. Да, начну набирать с этой стороны сюда, чтобы потом по лицевой стороне было легче вязать ряд. Набираю цепочку из воздушных петель. Сейчас я посчитаю, скажу, сколько я набрала воздушных петель. Но, в принципе, это зависит от высоты вашего подъема. Столько, сколько вам надо будет воздушных петель, столько вы и наберете.
Набираем цепочку и присоединяем ее на ту сторону, там, где у нас намечена петелька, вот здесь маркером. Вот, всего я набрала 32 петли, 32. Мне хватает. И вот сейчас я присоединяю сюда, здесь немножко ножка поднимается. Я вам скажу, сколько у меня здесь высота подъема. Вот 10,5. Там у меня было 10, здесь уже 10,5, ножка тоненькая. И я присоединяю на эту сторону. Вы можете также замерять высоту подъема просто по своей ножке. Замеряете, вот смотрите, первую мы сделали, да, сюда, потом вот у меня ровно 10 была высота подъема, потом через 5 петель я уже смотрю, у меня тут 10,5. Вы замеряете, сколько, и на такую высоту делаете цепочку воздушную, а затем присоединяем ее на эту сторону, вот здесь, где у нас намечена петля. Вставляем крючок вот с лицевой стороны и провязываем соединительный столбик. Раз. И теперь следующую петлю по боковой части еще один соединительный столбик. Это для подъема обязательно нужно. Провязали. И в каждую петлю вот этой цепочки провязываем столбик без накида. Можно под цепочку, если сложно, конечно. Но мне кажется, что так будет ровнее, красивее. Я всегда вот предпочитаю воздушную цепочку в саму провязывать столбики вот таким образом. Провязываем столбики без накида сюда и затем соединительным столбиком с боковой частью соединяемся. Вот так. Провязываем еще один соединительный столбик. Разворачиваемся и вяжем еще изнаночный ряд. Тоже столбики без накида. Это будет третий ряд. Я думаю, что толщины будет достаточно 3 ряда для этой полосы. Сейчас посмотрим. Можно сделать пошире, конечно, но мне кажется, все-таки 3 ряда будет хорошо, потому что более нежно будет смотреться. Чем хороши такие модели, здесь можно экспериментировать. Да, вот ширина хорошая, заканчиваем на той стороне, дошли до последней петельки, присоединились к боковой части. И теперь продвигаемся по боковой части соединительными столбиками до следующей полосы, которую мы будем вывязывать. 2, 3, 4, 5. Вот, продвинулись на 5 соединительных столбиков и вяжем точно такую полосу. Еще одну на 3 ряда. Набираем цепочку, присоединяемся на эту сторону через 4 петли к 5. 3 ряда провязываем. Я не буду показывать, потому что точно так, это понятно, да? Провязали. Вот, нить обрезала, спрятала конец нити. И теперь мы соединяем все 3 этих полоски тоже просто соединительными столбиками. Можете взять, продеть нить в иголку и просто сшить их вот таким образом, как я делаю это крючком.
Но я соединительными столбиками просто присоединяю эти все 3 полосы, соединяю между собой. Здесь даже не важно, какой будет шов, ровный, неровный, потому что его будет потом не видно. Этот шов у нас будет внутренний. Сверху у нас будет фрагмент привязан вот таким образом. Нить пропустить надо вот сюда вниз, чтобы забирать ее. И просто соединительные столбики, такой шовчик делаем. Вот второй присоединили. И теперь третий. Все 3 вот так друг к дружке они присоединяются. И все. Здесь мы закончили. Нить мы здесь обрежем. И конец нити аккуратненько спрячем с той стороны. Все. Вот таким образом у нас будет выглядеть передняя часть. И теперь мы будем делать уже обвязку пятки. Я уже попробовала просто обвязать в каждую петельку, но не получилось. Сейчас покажу, как лучше. Вот, я провязывала по 2 столбика под петли, под столбики с одним накидом боковые, но она получается широковата. Поэтому начинаем вот 1 петля от пятки, привязываемся. Теперь провязываем столбики без накида, но под петли, вот сейчас смотрите, у нас были столбики с одним накидом, но пятка получается мягкая. Вот в первый ряд сейчас столбик без накида. И чтобы она облегала больше пятку, я вот сюда под столбики с одним накидом провязываю 1 столбик без накида. Все. Пропускаю. Снова 1 столбик без накида. Вот таким образом. Пятка начинает стягиваться с боковых частей. Но она настолько вот мягкая получилась. Это все-таки такое, знаете, как сеточка. Поэтому вот так она будет, я думаю, сидеть очень хорошо. Сейчас мы попробуем. Вот, видите как? Она начинает загибаться вперед. Это хорошо, потому что она должна очень плотненько облегать у нас пяточку. Поэтому я вот здесь сделала по 1 столбику. Хотя по правилам бы, раз у нас столбики с одним накидом, нам бы надо было сюда провязывать по 2 столбика. Но не в этот вариант. Здесь она получается тогда по боковой части торчит. А так она, видите, как загибается. Нам как раз это и нужно. Так, и теперь мы приступаем к вот этой части. Здесь мы будем сейчас вязать такой мотив, который мы будем пришивать. Пяточка у нас вот так, видите, я провязала туда-обратно 2 ряда обвязки. И теперь мы будем привязывать сюда еще для застежки ремешок. Сейчас я вам покажу, как выглядит пятка, когда мы так ее обвязали плотненько. Вот перед у нас такой, а пятка, видите, как она легла. И вот здесь сейчас будет ремешок наверху. Нам нужно замерить ножку. Какой у нас объем вот здесь окружности. Ну, получается 24, ну плюс еще застежка для ремешка. Я думаю, что 26-27 должна быть длина. Даже 23 получается.
Сейчас попробуем вот так. Вот. Вместе с тем мы застегиваем ремешок. У нас будет застежка, и она будет заходить друг на дружку. Ну, 27 это максимум, 26,5. И вот теперь начинаем вязать. И еще один будет вот такой ремешок чуть ниже. Опущусь я на 4-5 петель от первого ремешка и сделаю еще один ремешок. Здесь тоже надо будет замерить. Вот тут у нас будет подъемчик, самый высокий, поэтому здесь тоже надо замерять. Ну вот где-то 19 плюс 2-2,5 сантиметра у нас на то, чтобы застежка была. И провязываем еще один ремешок. Ну, с ремешками тут просто вяжутся они легко. Я сейчас покажу. Вот такие застежки подобрала. Одна застежка будет крепиться вот сюда прямо к обвязке, а вторая застежка будет вот здесь. Поэтому начало ремешка я провяжу с этой стороны. Вот сейчас верхний ремешок с угловой петли начинаем. Присоединяемся, столбики без накида по верхней части пятки проходим. Доходим до следующего угла на той стороне. И дальше будем по длине нашего ремешка набирать цепочку из воздушных петель. Эта цепочка потом у нас будет обвязываться столбики без накида. Будем вязать 4 ряда на вот эту, на ремешок. Я провяжу 4 ряда. Поэтому 2 ремешка по 4 ряда будем делать. Так, доходим до этой стороны. Здесь угловая петля последняя. Вот, провязали столбик без накида, дальше набираем воздушные петли. Сколько их получится у вас, не знаю. Я свои тоже даже не считаю, я просто замеряю по необходимой длине. Вот сколько нужна длина нашего ремешка. Ну, тут тоже на 1-2 петли, если вы лишнее сделаете, ничего страшного не будет, потому что она будет застегиваться, заходить под ремешок и 2 миллиметра плюс-минус уже роли не будут играть. Вот так довязываем сюда, так, чтобы она с хвостиком у нас заходила в ремешок. И провязываем туда-обратно 4 ряда. Вот ряд у нас воздушные петли и еще 3 ряда. Лицевой, изнаночный, лицевой. Заканчиваем здесь и привязываем сюда застежку. Вот так ее располагаю. Вот, чтобы вот так она располагалась. Смотрите, куда будет застегиваться клапан. Привязывается тоже очень просто. Просто вот с этой стороны заводим крючок, вытягиваем эту петлю на лицевую сторону и привязываем столбиком без накида вокруг вот средней, вот среднего вот этого центральной части застежки. И дальше провязываем просто вокруг застежки столбики без накида. 2 столбика с одной стороны, 2 столбика с другой стороны. Теперь вот эту петлю оставляем на изнаночной стороне, забираю ее на крючок. И еще провязываю
присоединяюсь вот сюда к боковой части. Соединительный столбик. Один и соединительный столбик другой. Все, нить обрезаем, прячем ее с изнаночной стороны. Застежка располагается вот таким образом. Мы здесь не обрезаем нить. Мы сейчас вот здесь сдвинемся еще на пару столбиков вниз соединительных. И вторую часть привяжем еще начало. Вот эта часть у нас будет для того, чтобы мы привязали следующую застежку. Так как они у нас располагаются не четко друг под другом, а вот так на расстоянии. Ну вот я провязала тут, набрала 7 воздушных петель. Провяжу тоже 4 ряда. И затем привяжу следующую застежку. Ну, друзья, я думаю, это просто, вы здесь справитесь. Вяжем самостоятельно, привязываем сюда вторую застежку. И навстречу с той стороны провязываем еще один ремешок, который будет заходить в эту застежку. Вот так разворачиваемся, вяжем еще назад ряд, потом еще ряд, привязываем вот эту вот вторую застежку, и таким же образом она должна будет располагаться вот так. Смотрите, как застежку, она застегается вот так, продевается, и вот этот язычок вот вставляется вот сюда. Вот так должна быть. Точно так на конце вот этого вот клапана провязанного расположим вторую застежку, точно так ее привяжем. И вот здесь уже нить обрежем. А потом, вот видите, все, первый ремешок вот так у нас. А второй ремешок сейчас с той стороны, вот здесь опускаемся, тоже вот здесь у меня было 4 петли. Я в пятую начала, здесь тоже 4 петли, в пятую начинаем и вяжем необходимой длины встречный ремешок. Все. Здесь заканчиваем. И теперь начинаем вязать мотив переда. Значит, набираем цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот, 12 воздушных петель. В первую петлю провязываю соединительный столбик. В общем, соединяем их в кольцо. Теперь провязываем под вот так воздушная петля подъема, и под эту вот круг провязываем столбики без накида. 2, 3, всего провяжем 20 столбиков. 4, 5, 6, 7, 20 столбиков вяжем. Вот 20, затем первую петлю соединительный столбик и воздушная петля подъема. И теперь вот этот конец нити, который мы ввязывали, оставшийся, мы его обрежем, он не нужен. И теперь провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5,
И шестой у нас воздушная петля подъема. Теперь вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. 7 воздушных петель. Следующий столбик, вот сюда в следующую петлю, столбик без накида. Еще 6 должно быть. 2, 3, 4, 5, 6 воздушная петля подъема. Вот по 6 столбиков без накида с обоих сторон и 7 столбиков это воздушная петля подъема. Ой, 7 воздушных петель. Теперь 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Разворачиваемся. 4 накида на крючок. Вот. И под вот эту петлю из 7 воздушных петель столбик из 4 накидов. 1, 2, 3, 4. И вместе провязали. Теперь 2 воздушные петли. 4 накида на крючок. 3, 4. И снова сюда же столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. Общая вершина. Теперь 2 воздушные петли. Накиды 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с 5 накидами сюда же под петлю из 7 воздушных петель. Вот 6 у нас петель на крючке. 1, 2, 3, 4, 5 накидов и вершина. 2 воздушные петли. 1, 2. Накиды 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь столбик с 6 накидами сюда же под петлю из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вершина. Вот, провязали. Теперь в обратную сторону вяжем. Но между ними вот 4, 4, 5 и 6 столбики с накидами. Теперь вяжем воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем 6 накидов на крючок. И вяжем столбик с 6 накидами, 2 воздушные петли, столбик с 5 накидами, 2 воздушные петли и 2 столбика с 4. То есть все повторяем так, как мы вязали по этой стороне. Первый столбик с накидами 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вершина. Дальше 2 воздушные петли, 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с 5 накидами сюда. 1, 2, 3, 4, 5. Вершина. 2 воздушные петли, 4 накида на крючок. 3, 4. Столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. Вершина. 2 воздушные петли, столбик с 4 накидами. 3, 3. Так, 4 накида. 1, 2, 3, 4.
И столбик с 4 накидами, последний. Первый, второй, третий, четвертый, вершина. Вот у нас получилось точно так же в зеркальном отражении. 4, 4, 5, 6. Теперь 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. И вот сюда в последнюю, в первую, вернее, петельку, вот сюда провязываем соединительный столбик. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся и начинаем делать обвязку. Вот так по кругу под вот эти воздушные цепочки вяжем сюда 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше 3 вот сюда под эту цепочку. Раз, 2, 3. Это вот 2 воздушные петли. Сюда снова 3. Раз, 2, 3. Под 2 воздушные петли опять 3 столбика без накида. 2, 3. Под эти 6 петель провязываем 6 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Я провяжу еще, потому что длиннее получается. 7 провяжу. Теперь дальше 3, 3, 3 и 6 последних. Вот так. Только под центральную 7 провязала. 6, 3, 3, 3, 7, 3, 3, 3, 6. Довязываем. И вот, в принципе, верх мы провязали. Теперь низ. Соединительный столбик. И дальше вяжем столбик без накида. Теперь полустолбик. Делаем накид и вместе с накидом провязываем столбик. Полустолбик. Еще один полустолбик. Дальше столбик с одним накидом. Теперь 2 накида, столбик с 2 накидами. Раз, 2, вершинка. И в обратном порядке столбик без накида. Делаем воздушную петлю между ними. Столбик с одним накидом. Нет, уберу, воздушная петля здесь не нужна. Вот сделали столбик с 2 накидами. Теперь столбик с одним накидом. 2 полустолбика. Первый. Второй. И столбик без накида. Вот получается столбик без накида, 2 полустолбика, столбик с накидом. Здесь вот делаем соединительный столбик, нить можно обрезать. Внизу у нас получилось столбик без накида, 2 полустолбика, 1 столбик с одним накидом, 1 с 2 и назад. С одним накидом, полустолбики и без накида. Вот такой, смотрите, какой у нас красивый получился такой мотивчик сюда. Мы его сейчас пришиваем. Я беру просто иглу пластиковую для вязаных вещей и
пришиваю нить, конец нити вот с этого мотива сейчас оставлю подлиннее. И на эту нить как раз и пришью. Главное пришить ровненько, чтобы оно вот так было посередине. Подтянуть все края как надо. И пришиваем. А потом вот здесь я или вот так углом привяжу, или пойду прямо привяжу. Ну, в общем, сейчас еще будем привязываться к верхней части. Вот, вытягиваю эту нить, которая у нас осталась подлиннее. И пришиваю этой нитью мотив передней части изделия. Так, я думаю, что здесь мы справимся, да. Размещаем ровненько вот таким образом, пришиваем. Вот я пришила. И теперь у нас верхняя часть осталась вот здесь. И мы ее сейчас будем присоединять. Вот к нижней, вот или к двум, или к нижней. Только я думаю, что, наверное, вот так отсюда пойдет сюда, но ко второй не буду, а вот к нижней привяжу. И с этой стороны тоже пойду на вот эту, на ремешок для застежки. Верхний трогать лучше, наверное, не надо, а на нижний ремешок будет присоединяться. Вот смотрите, я не показываю, потому что то все просто. Вы просто с нижнего ряда вот на нижний ремешок присоединяетесь. И между этими ремешками я делаю просто цепочкой из воздушных петель, прикрепила вот этот сам мотив, чтобы он не болтался, чтобы ровненько держался. И вот теперь наши босоножки готовы. Я думаю, что вам все понятно. Обязательно пишите в комментариях, как вам эта моделька, понравилась ли. Я не считаю, что она сложная, она довольно простая. Здесь простые узоры, все просто. Друзья, если вам понравился мастер-класс, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на канал. Обязательно напишите хотя бы пару слов в комментариях, они меня очень сильно воодушевляют. Ну, а я желаю вам ровных и красивых петелек и до новых встреч в новых мастер-классах.